Приветствую вас, друзья! С вами снова Роман, и это игра Cowboy Life Simulator. Перед тем, как начать, хочу сказать, что сегодня юбилейное видео на моем канале. 3350 видеоролик я сегодня снимаю. Именно столько за 12 лет существования моего игрового канала снято видео. И так как я сейчас играю в игру Cowboy Life Simulator, получилось так, что юбилейный 3350 видеоролик выпал на эту игру. Так, ну что же, сегодня будем выполнять задание. Сейчас оно называется «Ящики с мешками семян». Это цепочка заданий, которая начинается у Амелии Little Toe, да, после завершения прохождения основного сюжета. Я сейчас сделаю вставку, потому что в прошлом видеоролике, который вы наверняка видели, да, предыдущая серия была посвящена именно финалу всей сюжетной кампании данной игры, восстановлению водоснабжения городка, и в результате чего, вы видели, я получил $200, смог обналичить чек, который у меня давным-давно был. С самого начала игры я его таскал, ну вот после того, как прошел весь сюжет, удалось обналичить $200. Ну, уже потратил какую-то сумму, тем не менее, вот остались у меня еще деньги. Но, вероятно, вот сейчас я поговорю с Амелией о ее новой идее, и у меня либо они разблокируются, либо будет новое задание с ними связанное, с разбрызгивателями. Насчет твоего письма. Да, я так рада, что ты пришел. То, что ты сделал с акведуком, это огромное дело. Ты спас Брейвстен, ты спас мой бизнес. Я подумала, что эта новая реальность должна стать сигналом делать лучше, больше и новее. Если ты не движешься вперед, ты движешься назад. По крайней мере, это так моя тетка Эдна всегда говорила, когда я была маленькой девочкой. Итак, мой вопрос к тебе, дорогой друг. Хочешь немного поработать вместе? Конечно. Вот что я имею в виду. После того, как ты вернул воду, наш маленький пруд у города снова наполнился. И как удачно. Я вообще-то владелец участка земли вокруг него. Но это еще не мое. До недавнего времени это был участок моей тети, знаешь. Но для этой беседы давай считать, что он мой, ладно? Конечно. У меня за домом растут кое-какие растения. Но я хочу больше. Вон там, возле пруда. Прежде чем я смогу это сделать, нужно уладить кое-какие дела. В той области нужно построить новые приподнятые грядки. Я не хочу сажать прямо в землю. А еще там есть небольшой беспорядок, который мне нужно убрать. К счастью, это конец скучного. У меня есть настоящая бомба, которой я хочу с тобой поделиться. Тед, мой муж, сделал невероятное изобретение. Разбрызгиватель. И да, это ровно то, так и звучит. Чудесная машина, которая поливает все растения за тебя. Мой Тед гений. Почему бы ему не построить это для тебя? Между нами он постоянно это откладывает. Я уже устала ждать. А ты, судя по тому, как справился со всем в последнее время, кажешься идеальным человеком для этой работы. Я прочитал чертеж прототипа разбрызгивателя. Говоришь, как настоящий бизнесмен из Нью-Йорка. Если бы я спросила Девью, он бы, наверное, сразу взялся без вопросов. Но тогда он, скорее всего, все сделает неправильно. Он самый милый, но не самый сообразительный. А что до твоей выгоды, ты сможешь построить такой разбрызгиватель и для себя. Как только ты построишь мой, я попрошу Теда еще раз взглянуть на его дизайн и немного подправить его, чтобы он лучше подходил для фермы такой большой, как твоя. Давай так, сначала разберись с ситуацией у пруда, а потом приходи к нам домой и забери дизайн разбрызгивателя Теда. Кажется, он оставил его на столе или на комоде. Эх, ты найдешь, я уверена. И когда закончишь совсем, просто приходи ко мне, и мы поговорим о награде. У меня уже есть несколько отличных идей. Ну вот, наконец-то я смогу сделать себе разбрызгиватель. Нужно завершить это задание, которое она мне дала, да? Разобрать сломанные элементы и построить приподнятые грядки там, где раньше был беспорядок. Так вот, после того, как это задание было завершено, сюжетное, началось задание, которое дала мне Амелия,
и называется ящики с мешками семян. Но я думаю, что после выполнения этого задания будут еще несколько заданий. И в конце концов ее муж Тед поделится со мной рецептом разбрызгивателей. Вот такие вот разбрызгиватели можно будет ставить на своей ферме. Этот разбрызгиватель берет воду с водонапорной башни и разбрызгивает поля. То есть не надо будет с лейкой бегать, поливать каждое растение отдельно, как я это делал раньше. В общем, выполняем цепочку заданий на получение разбрызгивателей. Открывается по мере прохождения сюжета. То есть его нужно будет получить, только выполнив задание. Никаким другим способом открыть, разблокировать эти разбрызгиватели, видимо, нельзя, только проходить задание. Итак, нам нужно вот это все разобрать. Разрушенная мельница. Она попросила здесь все разобрать. Она поделилась, ну, вы видели в вставочке, когда я с ней разговаривал, что ее муж придумал вот такое устройство. Разбрызгиватели, которые будут поливать поля. Так, теперь для нее нужно построить грядки. Для этого нужны доски, которых у меня... у меня есть с собой доски. Да, пора построить. Есть. And now the sprinklers. Wonder what they'll look like once they're built. I reckon I'm learning. A sprinkler. Теперь распылители. Как они будут выглядеть, когда их соберут? Спрашивает друг мой. Верно? Видимо, нужно к ней вернуться, да. Грядки построил. Сперва построим этот разбрызгиватель здесь, для ее грядок, а после этого она даст мне чертеж, наверное, да? Ну, как-то разблокируется. Прототип, чертеж. Уже! Чтобы прочитать дизайн, откроем так. То есть я уже смогу делать разбрызгиватель. Вот он, чертеж. Автор Тед, ее муж. Прототип. Ну, это написано прототип. Это, не знаю, то или не то. Постройте 2 прототипа разбрызгивателей в новом саду Амелии. Ну-ка. Нет, ребятки, я еще разбрызгиватель не могу строить. Я могу строить только какой-то прототип. Что за прототип? Пойдемте-ка туда. Они вон уже там горят, эти прототипы. Так, и что для постройки нужно? Доски. Металлические компоненты, блин. Опять эти компоненты. Те деньги, которые я получил, да, обналичив чек, я, ну, $50 я, по-моему, потратил. Ну, курятник, да, я разблокировал. И я покупаю уже вот эти компоненты, потому что, ну, негде их больше брать. Как я говорил в прошлом видео, железная руда появляется в шахте один раз в 7 дней. Вот, и появляется ее там не особо много. Поэтому приходится покупать. Так, сколько там надо? 4 штуки. Вот хорошо эти $200 пригодились. Так, это что такое? Разбитая бочка? Зачем это мне все надо? Так. Металлические компоненты. Я в прошлом видео говорил, что в игре огромная проблема с железом. Ну, самостоятельно добывать. Понятно, что его можно здесь покупать. То есть, как бы, если покупать, то проблем нет. Слиток сколько там? $1,5. Компонент вот этот сколько? $2. То есть, если покупать, проблем нет. Но если добывать самому, то не хватит. Блин. Здесь слитки нужны. Так.
2 слитка надо. Да ёлы-палы, а. Вы видите, как это все накладно. Так, давай еще. Сколько там еще? 4, что ли? По $2. Слитки по 1,5. Не знаю, сколько надо. А, еще мне же для своих разбрызгивателей тоже надо будет купить. Так. Guess that's it for now. I'll have to wait for that Вот так вот это blueprint to show работает. up in the mailbox. Интересно, какую награду Maybe I'll придумала water the Амелия. fields to help pass the time. Поговорите с мэром Дигби, чтобы получить награду за постройку статуи. Ну, статую я давным-давно построил. А с Амелией не надо, что ли, поговорить? Вот статуя. Ну, я ее давно построил. Нет, смотрите, с Амелией я говорю. Тут какая-то недоработка. Поговорите с мэром Дигби, а показано на Амелию. Разбрызгиватели готовы, ну какой-то баг. Правда? Боже мой, это потрясающе. Мне придется прогуляться туда и посмотреть на них самой. А грядки тоже готовы. Прекрасно. А, с разбрызгивателем, который ты построил, у меня будет полно новых растений. В мгновение ока. Большое спасибо. Теперь давай перейдем к награде, да? Я думала, чтобы я мог тебе дать. Чтобы я тебе могла дать и не могла выбрать. Поэтому подумал, ну почему бы самому не выбрать, да? Что я тебе могу предложить? По правде говоря, думаю, все эти вещи отличные. Ну как насчет лопаты высокого качества? Она дольше не ломается и позволяет создавать поля гораздо быстрее. Ты легко ее найдешь, я уверен. Или, может быть, это будет хорошая и большая лейка. Она вмещает намного больше воды, чем обычно, и у нее лучше дальность. Так что можешь поливать больше полей за раз. Ну зачем она мне, если разбрызгиватель я поставлю? Итак, что тебе по душе? Лопата, коса или лейка? Ну, лопату я могу скрафтить сам. Лейка мне без надобности. А коса... Косу я тоже могу сам скрафтить. Лопата. Лейка. Эти все награды я могу сам сделать. Блин. Ну, не знаю, что. Но лейка, наверное, вряд ли я не буду. Давай лопату. Косой я вообще не пользуюсь. Давай лопату. Приятно иметь с тобой дело. Теперь мне осталось решить, какие растения посадить в грядки, которые ты построил, и смотреть, как они поливаются. Ты бы предпочтел бобы или помидоры? Нет, перцы, может? Точно, я же обещал тебе дизайн разбрызгивателя для твоей фермы, верно? Да. Я сообщу нашему изобретателю Теду, что ты воплотил его видение разбрызгивателя в жизнь без его ведома. Надеюсь, он не будет на меня слишком злиться. Я попрошу его подготовить для тебя улучшенную версию разбрызгивателя. Побольше и получше для такой большой фермы, как твоя. Остатки старого пандуса. Так, могу я чем-нибудь помочь? Можешь объяснить, как работают эти разбрызгиватели? У меня только чертеж, который сделал Тед. Он-то и знает, как это на самом деле работает. Иди спроси его. Так, а что ты продаешь? Королева пчел. Блин, тоже ведь надо, да? Ладно, пока обойдемся. А, мне семена надо будет покупать у нее.
Давайте сразу закупимся. Морковка, это для кроликов. Капуста тоже будет нужна. Кукуруза, по-моему, и пшеница. Ну-ка, с шифтом. С контролом. А, вон сразу 50. Нет, давай пока по 20. Сахарный тростник еще. А где сахарный тростник? Вот он. Вот так. Так, ну вот все, ребятки. Подожди письмо от Little Toe, в котором они пришли чертеж разбрызгивателя. А если я с Тедом поговорю? Мне по почте, что ли, они пришлют? Ну-ка. Как работают разбрызгиватели? Да, точно. Амелия упоминала, что именно ты построишь для нее это. Давно. Надо было, знаю. Итак, что ты хочешь узнать? Как они работают? Сначала убедись, что у тебя есть колодец. Нужен хороший источник воды. После этого построй водонапорную башню. Она увеличит давление воды. А теперь звезда шоу, разбрызгиватель. Построй его где-нибудь так, чтобы он был рядом и с башней, и с твоими полями. Так, что у него можно купить? Схрон. Ну, пока ладно, деньги пока приберегу. По идее, мне надо, конечно, вот эти два схрона. Ну ладно, они у меня пока так лежат. Схрон для инструментов. Камней им обойдемся. Вот для инструментов. Ладно, пока не буду тратить деньги. Так, мне письмо должно прийти. То есть я пока еще не могу, да, строить? Да, пока не могу построить, потому что... Подожди письмо. Письмо мне надо положить. Так, ну ладно, ждем письмо. Вот это вот у вас что такое? Найти потерянное ожерелье покойного сына. Ну, я пока вот этим займусь. Вот. А когда построю водонапорную башню и разбрызгиватель, покажу, как это работает на моей ферме. Ну и вот на следующий день я получаю письмо. Отправляю тебе чертеж разбрызгивателя, как и обещала, от Амелии. Ты взглянул на него, кое-что поправил, и теперь он готов. Построй себе один, пусть служит тебе верой и правдой. Почему один? Я много построю. Пора построить себе спринклер. Привет, автоматизация. Ну вот мое поле. Я не знаю, давайте посмотрим, насколько у него большой радиус действия. Да, надо будет водонапорную башню еще построить. Ну, уголки, если срезать. Слушайте, наверное, вот здесь. Да, и он там не достает. Два разбрызгивателя надо будет мне поставить. Один поставлю вот здесь, а второй рядом. Ну и поле свое немножко расширю. Надо будет посмотреть. Слушайте, а он должен...
Подождите, а он должен... А он должен, ну, радиус... Так, это водонапорная башня. Так, водонапорная башня должна ставиться вот здесь, где колодец. А действие, зона действия, где синие, да? Ну, вполне. Так, ну вот я башню, наверное, поставлю вот здесь рядом. Где-нибудь. Блин, даже не знаю. Я тут хотел дом ставить. Колодец, наверное, можно перенести. Ладно, разберемся. А разбрызгиватели должны, наверное, быть в зоне действия. Колодец можно, наверное, будет перенести. Да, он строится тут. Так, ну, в общем, когда все сделаю, то есть башня должна быть в радиусе действия колодца, то есть вот здесь. Зеленый круг. А синий круг, это она показывает радиус, где будут работать разбрызгиватели. Вот так, я думаю. Ну, наверное, вот здесь где-нибудь поставлю. А разбрызгиватели вот тут один и тут второй. Это я тут решил строить средний дом. Да, потом что-то подумал, нужен он мне или не нужен средний дом. В общем, как построю, продолжу. И покажу, как это все работает на деле. Так, ну что же, я разместил разбрызгиватели, но, ребятки, они оказались баганными. Вернее, это даже не баг, а кривая механика игры. Они работают около 5 секунд в течение 1,5 часов. То есть за 1,5 часа, ну, внутриигрового времени, они работают 5 секунд реального времени. Вот смотрите, сейчас время 2 часа 30 минут, да? Вот сейчас вот они должны включиться. Последний раз они работали в час. Давайте проверим. Вот уже 2:40. Почему-то не включаются. Или я уже опоздал. Они, наверное, включились в 1:20. 10 минут я проворонил. Ну-ка, давайте посмотрим. Или нет, они еще не включались. В общем, они что есть, что их нет. 2:50. Нет, до сих пор не включаются. Во, включились. Смотрите. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, 10 секунд они работали. Все, выключились. Вот, время 3 часа. Теперь они включатся через 2 часа. Да, они включались в час. Сейчас время 3. Ну, плюс-минус 10 минут где-то, в общем. В общем, за 2 часа реального, внутриигрового времени они работают 10 секунд реального времени. И я не знаю, будет этого достаточно или нет. Посмотрим. Они политы, потому что я их с ведром ходил и полил. И еще знаете, какой момент? Помните, когда появилось задание с разбрызгивателем, это надо перемотать видео и показать, что вот вы поставили один разбрызгиватель, и если вы ставите рядом второй, вот видите, я для эксперимента поставил вот рядом второй, это не значит, что вот с 2 разбрызгивателей будет больше поступать воды на это растение.
То есть в игре разработчики сделали специальным образом так, что сколько бы ты разбрызгивателей тут не воткнул, они одинаково будут поливать растения. Вот что один разбрызгиватель, вот он поливает мне вот эти растения, вот тот разбрызгиватель до сюда не достает. Но у них количество влаги примерно одинаковое. Вот через буква R. И давайте посмотрим здесь. Ну, чуть больше. Ну, видимо, это тут как бы я поливал. Ну, буду тестить. Но не значит, что если вот сейчас тут вот воткнуть еще несколько разбрызгивателей, то полив больше будет. Ну, как в других играх сделано, нормальных, да, там, не знаю, в том же раз. То есть вы ставите разбрызгиватель над растением, он поливает, вы ставите второй, он тоже поливает. Соответственно, два разбрызгивателя на одно растение поливают, ну, больше, чем поливал бы один разбрызгиватель. А здесь в этой игре, вот надо найти тот видеофрагментик, а здесь в этой игре сделано так, что хоть ты тут 10 разбрызгивателей поставь, они будут поливать один кустик точно так же, как поливает один разбрызгиватель. Что 10, что один, одинаково поливают. Это было в обучении, знаете, когда вот ночь проматываешь, и там вылазит такая подсказка, это в настройках есть. Где-то тут это есть. Когда ночь, ты спишь, и наступает новый день, и там вылазят такие подсказки, вот были. И вылезла подсказка по разбрызгивателям. Я тогда обратил внимание вот на эту надпись, что сколько бы ты разбрызгивателей не поставил, они будут поливать, ну, столько же, сколько поливает один. Поэтому нет смысла тут так вокруг поля их много ставить. Я пока не знаю, достаточно ли этого или нет. Я один раз, когда засадил растения, полностью полил их ведром с водой. Ну, лейкой. Вот, лейки у меня есть. Вот с этими лейками я бегал, их полил полностью. Все, больше не поливал. И дальше работает вот этот разбрызгиватель. Ну и давайте я посмотрю. Вот он будет созревать еще 30 часов. Я больше с лейкой бегать не буду. И проверим, достаточно ли, то есть нормально ли сделан таймер. Я не знаю, разработчики, наверное, все-таки как-то просчитали этот вопрос с этим таймером. Потому что, ну, 10 секунд за 2 часа. Они, наверное, посчитали это вполне достаточным. Посмотрим. Вот еще 32 часа они будут расти, и я больше их поливать не буду. Вот один раз я их только полил. И давайте посмотрим, хватит ли им влаги. Да, и вот второй разбрызгиватель тоже здесь стоит. Он у меня не достает. А, так он вообще особо никуда не достает, он только вот эти вот крайние кустики достает. Я его специально так поставил, вот он только вот до сюда достает, вот до этого кустика, ну и вот эти три кустика. Вот он до сюда только достает. Но количество полива, что здесь, да, вот видите, здесь, где около буквы Z, что вот здесь. Здесь тоже около буквы Z, а он до этого кустика не достает, смотрите. Ну, давайте вот с этим сравним. Здесь меньше. Кого знает, а может и достает. Ну, сравним. Вот этот кустик. Вот до сюда он точно достает, а вот до сюда он не достает. Здесь, где буква Е. Здесь, где буква Е. А здесь, где буква Р. Ну, тут как бы странно, да? Здесь буква Е, ну, вторая. Ближе к букве З. Посмотрим. Ну, говорю, вот в описании было написано так, что не имеет смысла. Ну, я протестирую этот момент. Давайте я его поставлю. Вот, чтобы он до этих точно доставал. Вот, смотрите, включился. 4:50. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну, 12 секунд. Ну-ка посмотрим, как он полил. Между тройкой и двойкой. Да, и здесь.
Ну, здесь где буква Z. А, нет, одинаково, смотрите, и здесь тоже. Вот до сюда точно не достает. Но здесь около двойки полоска, а здесь... И здесь тоже около двойки полоска. Видите как? Хотя здесь два разбрызгивателя, этот достает. Но поливает один. Здесь вот видите, где единица. До сюда он не достает. Второй разбрызгиватель. А количество воды, которое попадает, одинаковое. Да, вот я про это и говорил. Так что смысла нет ставить много разбрызгивателей. Ну и работают они вот в таком темпе. Так, ну давайте я сделаю еще один фрагментик, когда будет оставаться тут, 5 часов. То есть я больше поливать не буду с ведром, посмотрим, достаточно ли сделан этот таймер. Ну, надеюсь, разработчики все это просчитали, что таймер будет достаточный. Чуть позже еще сниму один видеофрагмент. Вот во время такой заставочки вылезала подсказка, про которую я вам говорил, что там было написано относительно работы этих разбрызгивателей, что поливают одинаково, что 1, что 2, что 3, что 4. То есть нет смысла их рядом ставить. Так, ну давайте посмотрим, как у нас тут обстоят дела. Осталось 24 часа. Ну, полоска воды не полная, как вы видите. То есть можно было бы ожидать, да, что разбрызгиватели будут работать так, что полоска будет всегда полной. Нет, ребятки, видите, как они работают. 23 часа осталось. Полоска не полная. Так, ну и количество влаги, да, вот что здесь, где два разбрызгивателя, что вот здесь, где один разбрызгиватель, одинаково. Ну, я про это вам говорил. Так, ну что, ждем еще 25 часов. Главное, чтобы эта полоска не упала до нуля. Вот здесь, кстати, смотрите, опасно, да? Близко к нулю. А здесь 0 вообще. Да, слушайте, почему? Раз, два, три. Слушайте, а почему время созревания разное? Здесь 19 часов, здесь 25, я ведь их одинаково садил. А здесь с минуты на минуту. Еще одна загадка. Один сахарный тростник, но везде разное время. Слушайте, и смотрите, как этот разбрызгиватель. Раз, два. На 3 клетки. Ну-ка, он на 3 клетки же должен брать. Раз, два. И вот на 3-я клетка, здесь воды хватает. А почему-то вот здесь, раз, два, 3, вот здесь воды не хватает. Короче, ребятки, разбрызгиватели, конечно, сделали, но сделали их криво. Почему вот здесь 3 клетки и воды не хватает? Ну-ка, должно же хватать. Да. Да, хватать должно, но воды нет. Короче, ребятки, разбрызгиватели баганые. Так, настал 40-й день. Давайте посмотрим, что у нас на поле. Кстати, знаете, я заметил еще один баг
Вот перед тем, как я пошел спать, было 19, что ли, часов. Прошла ночь. Этот вырос. Прошла ночь, ребятки. И осталось созреть через 17 часов. Я не знаю, или это баг растений, или это связано с тем, что полит не до 100%. Он созреет через 20 часов. Ну, ночь прошла. 12 часов прошло, а ночь не повлияла. Я не знаю почему. С чем это связано. Даже я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас выйду, загружу старое сохранение. Попробуем. Так, я перезашел, но не помогло, потому что сохранился я уже вот здесь в субботу. Но я посмотрел свое прежнее видео. Значит, в пятницу в 6:30 было 24 часа. Сейчас суббота, осталось 17 часов. Прошло 24 часа, а растение эти 24 часа посчитало как 4 часа. Короче, еще один баг в игре. То есть прошло в игре 24 часа, и растение должно было созреть. А здесь всего 17 часов. Я подозреваю, что либо это связано с тем, что не дополито, либо оно забагалось. Ну, это ненормально. Тростник уже растет 3-й день или 4-й, хотя он столько не растет. Короче, вот такой вот, ребятки, возможно, это баг с поливателями, потому что когда я поливал лейкой, такого не было. Когда я поливал лейкой, такого не было. Короче, ребята, я еще раз убеждаюсь в том, что какой-то здесь с этими разбрызгивателями сильный случился баг. Да, ну, во-первых, вот видите, со временем забагалось. Повторюсь, когда лейкой поливал, такого не было. И, во-вторых, все-таки не хватает, видите, сколько полито. Кстати, вот здесь плохого качества будет, видите, получилась желтая полоска. Здесь тоже не хватает воды, здесь тоже не хватает воды, хотя тут разбрызгиватель достает. В общем, разбрызгиватели — это, ребятки, половина работы. Я в Дискорде тоже узнавал на этот счет, и разработчики мне ответили, что специально так сделано для того, чтобы... Вон, поливает, смотрите, кстати, поливает, ну-ка посмотрим. Вон, видите, сколько тут чуть-чуть попадает капелька. Бам, и все, чуть-чуть. Короче, разработчики ответили, это сделано специально для того, чтобы все-таки игроки бегали с лейкой и поливали огороды. Они не хотят полной автоматизации процесса, чтобы вот, ну вот как в раз, да, поставил эти разбрызгиватели и полный полив, и не надо беспокоиться. Посадил, собрал, посадил, собрал. Нет, они специально это сделали для того, чтобы игрок все-таки приходил на поле и лейкой поливал. Потому что здесь еще сделана, по моему мнению, дебильная система с качеством, да, ну, когда вы собираете растения, например, вот сахарный тростник, а он разного качества, там несколько звезд может быть, вот видите, минимум 1 звезда, а максимум 5 звезд, вот. И в зависимости от того, насколько хорошо там этот тростник вырос, ну, созрел, соответственно, столько звезд будет. Ну, по моему мнению, нафиг это не надо. Ну, они так сделали с этими звездами, ладно. Так вот, и как мне сказали, что если будут разбрызгиватели поливать на все 100%, то всегда растение будет, ну, зелененький, вот это сердечко. То есть вы всегда будете собирать максимального качества растений. А они этого не хотят, потому что, ну, смысл тогда какой в этих звездах, да? Если вы посадили, ушли, и разбрызгиватели сами поливают, и понятно, что вы соберете урожай 5-звездный, вот, то, ну, у вас никогда не будет урожая там с 4 звездами, с 3, с 2, с 1.
Потому что, ну, вы удобрили землю, поставили разбрызгиватели, и у вас всегда вот зелененькая вот эта вот полосочка здоровья, всегда зеленая, и вы всегда собираете 5-звездный урожай. Ну, как бы поэтому, получается, обесценивается их работа с этими звездами. Вот смотрите, здесь сейчас сахарный тростник, видите, желтая полоска наполовину. Это значит, что сейчас я соберу сахарный тростник не с 5 звездами, ну, наверное, будет 2 или 3 звезды. Вот я его собрал. Давайте посмотрим. Не понял, а где тростник? Я же собрал. Слушайте, они, по-моему, с каждым патчем все больше и больше багов. А где тростник-то? Я же собрал растение. Офигеть. А что случилось? Там не было ничего? То есть, как бы, пустышку я собрал? Ой, ребятки, я офигею. Раньше, до того, как появились разбрызгиватели, вообще вот таких вот проблем не было. Ну, со временем не было багов. И не было багов, вот как сейчас, да, я собрал, ничего нет. Да. Что-то, по-моему, с каждым патчем все хуже и хуже. Ну ладно, я буду это видео заканчивать. В общем, разбрызгиватели не панацея. Да, они чуть-чуть поливают ваш огород, но как раньше надо было бегать с лейкой, так до сих пор это тоже надо делать. И тоже мне ответили, они не дублируются. То есть если поставить, вот, как я говорил, там 2, 3, 4, нет. Он как один работает, что вы поставите 10, также будет поливать как один. Поэтому они здесь не дублируются, ну вот как в том же раз, да, в других играх. Здесь такого нет. Чуть-чуть они вам помогают, но с лейкой как бегали, так и придется бегать. Вот. Ну и со временем что-то, какой-то баг надо будет написать в Дискорде, в чем дело. Да, работают 10 секунд за 2 часа игрового времени. Все, ребятки, закончу это видео. Оно и так получилось длинным. В общем, вот таким вот образом я разблокировал эти разбрызгиватели, которые, ну, чуть-чуть помогают в фермерском хозяйстве. Я надеялся, что мне не придется бегать с лейкой. Нет, снова придется бегать с лейкой. Все, благодарю за внимание и всем пока.